Страна-покупатель при покупке недвижимости на территории Испании оплачивает налог в зависимости от того, кто является продавцом – физическое лицо или юридическое лицо. Если это застройщик и юридическое лицо, то покупатель в этом случае оплачивает НДС 10%, а также налог АХТД – это налог на юридические акты. Если продавцом является физическое лицо, то в этом случае процент налога остается таким же – 10%, и налог это называется Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, то есть это налог на переход права собственности. Такие также расходы, которые должен будет понести покупатель вне зависимости от того, кто будет являться продавцом, это нотариальные расходы и регистрационные расходы. Сторона-продавец будет нести расходы в зависимости от того, является ли он фискальным резидентом, налоговым резидентом Испании или нет. Неналоговые резиденты Испании обязаны оплатить 3% от стоимости продажи. Эти проценты удерживаются суммы покупки стороной-покупателем. То есть сторона-покупатель – это ответственное лицо, которое должно совершить составление, подачу и оплату деклараций от имени продавца, а также оплатить налог плюсвалия, так называемый плюсвалия, который рассчитывается из времени владения собственностью, а также кадастровой стоимости. После совершения покупки сторона-покупатель, то есть уже собственник, будет иметь ряд обязательств. Обязательства, на которые я хотела бы обратить внимание, потому что большое количество, большой процент собственников жилья в Испании все-таки это не резиденты, иностранцы, которые обязаны подать декларацию и оплатить налог. Декларация форма 210 – налог нерезидента, являющимся собственником жилья, который не является его постоянным жильем. То есть это отпускное жилье, от которого, возможно, можете получать доход. То есть в этом случае вы получаете доход либо от аренды жилья, либо вы получаете доход, просто являясь собственником жилья, не налоговым резидентом Испании. Форма 210 подается раз в год, в текущем году за прошлый, до 31 декабря текущего года. Также независимо от того, является ли собственник фискальным резидентом Испании или нет, недвижимость обременяется налогом Impuesto sobre Bienes Inmuebles, так называемый ИБИ. Это муниципальный налог, который рассчитывается из стоимости земли и постройки. Сделку купли-продажи может зафиксировать любой нотариус, не обязательно оформлять сделку купли-продажи именно у того нотариуса, в муниципалитете, в котором находится объект купли-продажи. Вы можете совершить сделку как в Мадриде, при том, если жилье находится в Кальпе, так и в Барселоне, если жилье находится в Аликанте. Единственный нюанс – зарегистрировать право собственности вы сможете только в офисе регистрационном, то есть Oficina del Registro, только того муниципалитета, где непосредственно находится объект. Единственный нюанс, который вы должны учесть, что зарегистрировать право собственности вы сможете только в регистре, в Registro de la Propiedad, то есть реестр собственности того муниципалитета, где находится объект вашей сделки. Надеюсь, наши комментарии будут вам полезны. До скорых встреч!